Добрый день, друзья! Сегодня показываю вам орхидею, которую, что называется, отдали в добрые руки. Наверное, это руки мои, но орхидея просто в ужасном и отвратительном состоянии. Она отцвела. Что делала с ней хозяйка, я даже не знаю. Единственное, что могу сказать, мне ее привезли вчера. Корни были абсолютно все сухие. И я ее чуть-чуть полила для того, чтобы понять, вообще есть у нее хоть какие-то корни или нет. Листья желтые. Вот этот я сейчас начну разбирать, он просто отпадет. Здесь лист тоже уже желтеет от основания. Цветочки все засохли и поникли, но по листикам похоже, что это парфюмерная фабрика. И один из часто задаваемых вопросов – жизнестойка ли парфюмерная фабрика? Вот на этом примере мы с вами попробуем узнать, сможем мы ее восстановить или нет. Хотя состояние орхидеи просто, сказать отвратительно, это ничего не сказать. Давайте начнем ее разбирать, смотреть, что у нее внутри. По запаху из горшка я понимаю, что там гнилой совершенно грунт. В общем, давайте смотреть, разбирать, а дальше решим, что с ней будем делать. И получится или не получится, никто сейчас никакой дать гарантии не сможет. Поэтому разбираем и смотрим. Так, звучит это примерно так. Увы и ах, корней практически нет. Практически. Ну что ж, попробуем посмотреть, что здесь вообще есть. Ну, ужас, просто ужас. У меня такое впечатление, что сначала довели орхидею сильным поливом до такого состояния, а потом просто еще и высушили все корни. В общем-то, корни практически, веламин снимается, корни все гнилые. Ну, почти все. Вот один только корешок вижу, который еще в более или менее каком-то живом состоянии. Так, давайте убирать все это, смотреть, промывать. Ну вот, как я вам и говорила, этот лист у меня отвалился прямо в руках. Здесь есть 3 небольших корешка, которые может быть, нам помогут ее спасти. Но будем пробовать. Цветонос, конечно, отрезаем, цветонос сухой. Там чуть осталось живого, на всякий случай обработаем перекисью. Здесь еще был один цветоносик. Он вроде как зелененький, поэтому мы его тоже отрезаем и тоже обрабатываем. Этот лист мы тоже скоро потеряем. Сейчас посмотрим на шею, потому что здесь есть, видимо, были еще листики, они уже отпали и высохли. Так, и что мы тут видим еще? Видим какие-то фиолетовые пятнышки. Вот маленькие фиолетовые пятнышки.
Зачищаем. И, наверное, мы с вами снимем еще и вот этот листик, который отпал. Попробуем его снять. Прямо боюсь, что орхидея рассыпется вся в руках. Боюсь, что прямо от основания. Так, аккуратно, аккуратно, чтобы она не сломалась. Самой страшно. Так, ну относительно шеи она чистая. Здесь есть какой-то такой ободочек, как фузариозный. Но давайте будем думать, что это не фузариоз. И обработаем это все максимум. Сейчас я уберу эти сухие, гнилые, все корни срежу. Если будет возможность оставить какие-то тяжи, оставлю. Такие бесполезно оставлять тяжи. Они уже и тяжи внутри высохли. Чувствую, что от орхидеи практически ничего не останется. Ну, по крайней мере, от корней. Видите, все гнилое. Если будет возможность, вот есть возможность оставить тяж, оставляю. Абсолютно высохший убираю. Где же тут корешочек, который был похож на живой корень? Вот он похож на живой корень. И смотрите, он идет от самой шейки. Вот он остался, единственный практически. Но здесь еще вот что-то есть. Но это так мало. Вот хотела оставить тяж, но он прямо оторвался от шеи весь. То есть такой тяж даже невозможно оставить. Они отрываются вместе с тяжами. Вот такой тяж черный. Это уже сухой тяж, он даже не нужен здесь. Он не будет работать. Так, что тут есть еще? Вот это все тоже придется отрезать. Да, мало что остается от орхидеи. Хоть очень мало. Так, сейчас пойду попытаюсь промыть ее под водичкой, потому что здесь остались, смотрите, орхидея была с большим количеством листиков, здесь остались сухие части от этих листиков. Снять их лучше после того, как промыть орхидеи, они станут не такими сухими, легче будут отрываться, и мы тогда прочистим весь стволик пинцетиком аккуратненько и посмотрим, что у нас здесь останется. Вообще, что останется. Очень всего мало. Понятно, что орхидея в удручающем состоянии.
Орхидейку я промыла, как я вам говорила, вот эти все места станут помягче, их будет проще снять и убрать отсюда, посмотреть, что там. Ну, шею мы и так с вами видим, а вот эти все на кочерышке, на основании старом и сухом, я просто пинцетиком все это убираю, потому что это все уже сгнило давно, и оно просто будет мешать жизни орхидеи. До жизни тут, конечно, еще далеко, но ненужные черные все эти засохшие листики мы всегда убираем. Отрезать здесь ничего не буду, потому что есть тяжики, которые, ну, вдруг помогут нам в этой тяжелейшей реанимации. Помните, мы с вами в прошлом году реанимировали Аркс-Рэй, и недавно я вам его показывала, что он уже растет, выпускает листики, чувствует себя пока еще, ну, не пока еще, а чувствует себя неплохо. Но когда мы брались за реанимацию, вернее, я бралась за реанимацию Аркс-Рэя, у него было листиков побольше. И там тоже был всего один корешок, но все получилось. Очень бы хотелось на просто благоприятное стечение обстоятельств, чтобы с этой орхидейкой тоже все наладилось. Но в отличие от Аркс-Рэя, у нее очень мало листиков. Очень мало. И причем один уже в очень плохом состоянии. Вот этот корень, такой коричневый, который остался болтаться на тяже, даже после обработки, сейчас я буду обрабатывать Максимом, даже после обработки Максимом, скажу вам сразу, он сгниет. Останется один тяж. Но для того, чтобы не обрезать сейчас этот тяж, а он, корешок еще плотненький, я его оставляю, когда он сгниет, я просто сниму веломен этот и оставлю тяж. Тяжики остались вот, сухие, отламываются, вот такие черненькие сухие, они могут отломиться. Вот этот тяжик такой еще немножко живой. Вот тяжик есть неплохой, хотя вот эту черную часть тоже можно обрезать. Тяжик это корешок, это внутренняя часть, та, которая находится под веломеной и под сосудистой губкой. Что дальше сделаем? Разведем сейчас Максим, опустим орхидейку в Максим. И вот это основание, после того, как она у нас подсохнет, вот это основание, вот здесь, все тоже замажем Максимом. Давайте разводить Максим. Водичка у меня 29 градусов. Про то, как действует Максим на орхидеи на корнях, есть у меня хорошее видео. Все ссылочки, которые я оставляю, это мои ссылочки, подсказки на видео, которые уже были сняты и которые объясняют мои действия на канале. Они или в правом верхнем углу экрана, или под видео. Пользуюсь я вот таким Максимом. Здесь 2 мл в пипетке. Разводятся эти 2 мл на литр воды. Вот такая пипеточка. Срезаем. И выливаем весь Максим в теплую водичку. Всегда все орхидейки обрабатываю в воде и поливаю такой же водой. Температура 28-32 градуса. Набираю в пипетку воды для того, чтобы использовать максимально весь Максим, который был в этой пипеточке. Ну, вот практически весь Максим мы используем. Размешиваем. Раствор сразу готов к использованию. Опускаем все корешки орхидей и опускаем даже шеи. Мы потом все это протрем.
Пусть постоит, ну, от 20 минут можно до получаса. Пусть она постоит в этом растворе. Через 25 минут я достаю орхидею из раствора Максима. И сейчас мы постараемся для нее подобрать емкость, в которой она будет у нас стоять. Так, есть 3 варианта. Но это я определяю по корням. То есть сейчас померяем. Маловато. Попробуем. Ну, наверное, в этой рюмочке оставим. Так, что будет происходить дальше? После того, как мы ее достали из раствора Максима, мы даем ей полностью высохнуть. Смотрите, я сейчас не убираю Максим из пазух. Примерно с полчаса. Пусть и здесь тоже Максим высохнет. Если останется еще какой-то раствор, вот видите, в серединке есть. Тогда берем салфеточку и убираем весь раствор из пазух. На корнях обязательно все должно высохнуть и образоваться пленочка из Максима, которая не даст возможности патогенной флоре проникать в корни. Что мы делаем дальше? В зависимости от температуры воздуха в квартире, это может происходить от 3-6 часов до 12 часов. Должны высохнуть корни. После этого наливаем в рюмочку, в любую емкость, в которую вы поставите орхидею, примерно 2-3 сантиметра водички. Корни должны быть погружены в воду. Вот эти зелененькие корни получится примерно вот так. Основание, и эта кочерышка орхидеи всегда должна быть выше воды на 3-4 сантиметра. Обязательно. Наливаем водичку, ставим орхидею в то место, на котором она будет находиться постоянно. Вот ставим в одно положение. Если это под свет, желательно поставить под свет и в теплое место. Не на подоконник, потому что у многих подоконники сейчас еще очень прохладные. Поэтому с водой орхидея, реанимашка, наращивание корней ни в коем случае не должна стоять в холодном месте. И после этого мы просто подходим каждый день, смотрим на нее. Если нужно, опрыскиваем верхние корни. Берем обыкновенную брызгалку. Как сделать так, чтобы не попасть, когда опрыскиваете корни, как не попасть на шею орхидеи? Нам нужно только попадать на корни. Что я всегда делаю? Я вот так поворачиваю к стеклу и опрыскиваю корни. Но это я вам показываю. Конечно, сейчас делать этого не надо. И когда идет струя в направлении стекла, ну или горшка, то на шею вы никогда не попадете. Когда подсохнет эта орхидея, сейчас я воду, которую вам показывала, вот эту розовенькую, обязательно вылью, потому что корни должны просохнуть. Я вот это основание, вот это, намажу неразбавленным Максимом, который у меня уже находится в шприце. То есть неиспользованный Максим, если остается в этой пластиковой капсуле, я обязательно переливаю в шприц. Вот здесь я все это основание намажу Максимом, кисточкой, как будет удобно, и все. И поставлю ее под свет, пусть она стоит
по мере надобности опрыскиваю корни и больше не трогаю. Самое главное, когда орхидея стоит на реанимации, не доставать ее, не смотреть, не щупать корни, не переворачивать ее, не переворачивать, не крутить ее. Она должна, вот как она в природе, прикрепилась один раз к дереву и всегда находится в одном положении. Особенно это важно для реанимации. Не крутить, не доставать. Если вам вдруг нужно слить водичку из нее, ну вдруг, берете вот так орхидею, не доставая ее, все сливаете, ставите опять ровно в такое же положение, в котором она у вас стояла все время, и доливаете водичку, которая ей необходима. Вода находится в реанимационной орхидее всегда. Не бойтесь, если начнет какой-то корешок гнить, потому что вот эта орхидея в очень плохом состоянии, и вполне возможно, что этот филамент тоже сгниет. Если сгниет, через 2, через 3 недели я подниму, вытащу, уберу этот филамент и оставлю тяжи. Наращивание корней происходит очень долго. Это от месяца и больше, тем более, что у нее не осталось практически никаких листиков. Пока орхидеи нет возможности, нет раскукленных корней, она будет питаться только за счет своих листьев. И этот лист обязательно станет желтым, но она возьмет все, что ей нужно и для роста корней, и вполне возможно для роста нового листика. Но этот процесс очень долгий. Потом, ни в коем случае после обработки Максимом нельзя применять на орхидеи никакие стимуляторы, а особенно янтарную кислоту. Никакого азота, никаких витаминов сейчас, пока она не начнет растить корни, нельзя применить, потому что янтарная кислота, она дает не только, например, рост корней, да, она хороший очень стимулятор, но ее можно использовать только на очень здоровой орхидее. Потому что просто-напросто не только пойдет рост корней, но и вернется рост патогенной флоры. А что такое патогенная флора? Мы с вами не знаем, во что это выльется. Мы с вами не можем сдать орхидею на исследование для того, чтобы узнать, что же в ней там такого плохого и почему она сгноила корни. Это может быть стволовая гниль, это может быть серая гниль, это может быть черная гниль. И вот это все, обрабатывая янтарной кислотой, вы всему этому даете рост. И я очень часто отвечаю на вопросы. Стояла на реанимации, а я ее чуть-чуть там чем-то протерла, чем-то застимулировала, и все, начинает орхидея погибать дальше. Просто простой пример, наверное. Вот вырезали вам аппендицит. Но кому вырезали аппендицит, те знают, что после этого идет жидкая диета, а вам вдруг захотелось вкусного жирного тортика. Вот нельзя, так нельзя. Происходит так, что после обработки Максима нельзя вообще никакие стимуляторы применять, и производитель Максима об этом пишет, что не нужно этого делать. Вы наносите орхидеи в это время, орхидеи или не орхидеи, неважно, но мы же говорим об орхидеях, поэтому я и продолжаю об орхидее говорить. Вы наносите этим вред. Нельзя не применять никакие стимуляторы. И я вам целый год доказываю и рассказываю, что когда я ставлю или на реанимацию, или на доращивание корней, вот именно в разобранном, вот в таком состоянии в воде, и все примеры привожу, и показываю все время орхидеи, как они наращивают корни в воде. Ссылочки пооставляю, как всегда, в правом верхнем углу экрана. И я в это время никогда не делаю никаких стимуляций. И вам рассказываю всегда, что только когда нарощены корни, прошло 3 месяца, Максим закончил свою работу на корнях или на орхидее совсем, тогда мы можем применять стимуляторы, удобрения. И тогда наша орхидея отреагирует на это
очень хорошо. А пока, к сожалению, нет. Можете со мной поспорить, можете предложить свои варианты, рассказать, что да, я вот это делаю, и многие об этом рассказывают. И у меня вот так получается. Пожалуйста. Хотите поэкспериментировать? Делайте. Я уже за свои 18 лет наэкспериментировалась так, что больше не хочу терять орхидеи. Хотя понимаю, что вот эта орхидея в очень плохом состоянии. И если не получится ее реанимировать, то винить в этом себя невозможно и не нужно никогда. Потому что бывает, вот берешь орхидею, казалось бы, ох, там все так плохо, а у нее есть какой-то еще остался потенциал. И она начинает расти, начинает быстро раскукливать корни, но быстро это через месяц. Быстро раскукливать корни, наращивать зеленую массу, а иногда нет. Вот мы ее берем сейчас в очень пограничном состоянии. Я даже не могу сказать, что это 50 на 50. Это где-то 5% возможности ее спасти. И когда мы берем такую орхидею, берем на себя ответственность за такую орхидею, мы должны это сразу понимать. Все, что мы могли сделать для этой орхидеи, мы сделали. На данный момент нет такого препарата, который действует от всех гнилей, от всех бактерий. Просто вот один раз намазали и все, спасли. Нет таких препаратов, к сожалению. Так что мы по возможности будем делать все, что мы можем. Чудеса иногда случаются, но не всегда. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю сегодняшний свой рассказ про эту реанимашку. Обязательно вам покажу, будет какой-то прогресс, обязательно покажу, что с ней будет происходить дальше. Нет прогресса, значит покажу, что нет прогресса. Если хотите дальше узнать продолжение об этой орхидее и о других моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на канале.